Самая высокая волна в открытом океане. 31 июля 2020 года 14 часов 30 минут. В феврале 2013 года Всемирная метеорологическая организация зарегистрировала новый рекорд высоты волны. В холодных водах Северной Атлантики между Исландией и Великобританией автоматическая метеорологическая станция зарегистрировала волну высотой 19 метров. Скорость ветра над поверхностью океана в тот день достигала 81 км в час. Предыдущий рекорд был зарегистрирован 7 годами раньше примерно в том же районе и составил 18,275 тысячных метров. 19 метров – это шестиэтажный дом. Встречу с такой волной не выдержали бы многие самые современные суда. Именно для того, чтобы ловить такие монструозные волны, существует сеть дрейфующих буев, морских автоматических метеорологических станций, Marine Automatic Weather Stations. 19-метровую волну занесли в Книгу рекордов как самая большая характерная высота волны, зарегистрированную с помощью буя. Такая осторожная формулировка возникла от того, что существуют и другие способы измерения, включая спутники, их измерения иногда сложно сравнивать с теми, что выполняют автоматические станции буи. Высотой волны считается расстояние между самой высокой ее точкой и нижней точкой впереди идущей волны. Характерная высота волны рассчитывается как средняя из наиболее высокой трети волн за избранный промежуток времени, поэтому некоторые настоящие волны, бушевавшие в Атлантическом океане в феврале 2013 года, могли быть и немного выше 19 метров. Самие высокие волны чаще всего порождаются ветром, воздух перемещает поверхностные слои водной толщи с определенной скоростью. Некоторые волны могут разгоняться до 95 км в час, при этом волна может быть длиной до 300 метров, такие волны проходят огромные расстояния по океану, но чаще всего их кинетическая энергия гасится, расходуется еще до того, как они достигают суши. Если же ветер стихает, то и волна становится мельче, глаже. Образование волн в океане подчиняется определенным закономерностям. Высота и длина волны зависят от скорости ветра, от продолжительности его воздействия, от площади охваченной ветром территории. Существует соответствие, наибольшая высота волны составляет 1/7 часть от ее длины. Например, сильный бриз порождает волны высотой до 3 метров, обширный ураган – в среднем до 20 метров. И это уже по-настоящему чудовищные волны, с ревущими пенными шапками и прочими спецэффектами. Океанские волны могут быть разной высоты. Самая высокая обычная волна в 34 метра была отмечена на территории течения Агульяс, Южная Африка, в 1933 году моряками с борта американского судна Рамапа. Волны такой высоты называют волнами-убийцами, в провалах между ними может легко затеряться и погибнуть даже большой корабль. В теории высота нормальных волн может достигать и 60 метров, но таковые пока не были зафиксированы на практике. Помимо обычного ветрового происхождения, существуют и другие механизмы волнообразования. Причиной и эпицентром рождения волны может быть землетрясение, извержение вулкана, резкое изменение береговой линии, оползни, деятельность человека, например, испытание ядерного оружия и даже падение в океан крупных небесных тел метеоритов. Самая большая волна – это цунами, серийная волна, которая вызвана каким-либо мощным импульсом. Особенность волн цунами состоит в том, что они довольно длинные, расстояние между гребнями может достигать десятки километров. Поэтому в открытом океане цунами не представляет особой опасности, так как высота волн получается в среднем не более нескольких сантиметров, в рекордных случаях – 1,5 метра, зато скорость их распространения просто немыслимая – до 800 км в час. С корабля в открытом океане они вообще незаметны. Разрушительную силу цунами приобретает, приближаясь к побережью, отражение от берега ведет к сжатию длины волны, а энергия-то никуда не девается. Соответственно, увеличивается ее, волны, амплитуда, то есть высота. Несложно сделать вывод, что такие волны могут достигать намного большей высоты, чем ветровые волны. Последствия гигантской волны – цунами. Самые страшные цунами возникают из-за значительных нарушений рельефа морского дна, например, тектонических разломов или сдвигов,
из-за которых миллиарды тонн воды начинают резко перемещаться на десятки тысяч километров со скоростью реактивного самолета. Катастрофы происходят, когда вся эта масса замедляется об берег, и ее колоссальная энергия сначала идет на наращивание высоты, а в итоге обрушивается на сушу всей своей мощью, водяной стеной. Большие цунами особенно опасны на побережье. Самые цунами-опасные места – заливы с высокими берегами. Это настоящие ловушки для цунами. И самое страшное, что цунами почти всегда приходят внезапно. С виду ситуация на море может быть неотличима от отлива или прилива, обычного шторма, люди не успевают или даже не мыслят эвакуироваться, и вдруг их настигает гигантская волна. Система оповещения мало где разработана. Цунами в Таиланде в 2004 году стали катастрофой. Территории с повышенной сейсмической активностью – зоны особого риска и в наше время. Недаром название этого природного явления имеет японское происхождение. Самое страшное цунами в Японии острова регулярно атакуются волнами разного калибра, и среди них встречаются поистине гигантские. Землетрясение у восточного побережья острова Хонсю в 2011 году вызвало цунами с высотой волны до 40 метров. Землетрясение оценивается как сильнейшее в описанной истории Японии. Самое большое цунами в мире в 2004 году на островах Суматра и Ява цунами, вызванное сильным землетрясением в Индийском океане, обернулось масштабнейшей катастрофой. Цунами в Таиланде, самая большая волна в мире, стала стихийным бедствием. Рекордсмен по высоте волны носит имя Литуя. Это цунами, прокатившееся в 1958 году по заливу Литуя на Аляске со скоростью 160 км в час, было спровоцировано гигантским оползнем. Высота волны оценивалась в 524 метра. Между тем, море далеко не всегда бывает опасным. Есть дружелюбные моря. Например, в Красное море не впадает ни одна река, но оно является самым чистым в мире.